Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание высокосному году и поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в 2024 году для того, чтобы для вас высокосный год прошел удачно, легко и хорошо. Обращаем ваше внимание, что править 2024 годом будет циферка 8. А как вы знаете, это наша с вами любимая цифра, потому что это знак бесконечности. А еще это число Сатурна, повелителя времени и кармы. Забегая наперед, хотим вам сказать о том, что на протяжении 2024 года, когда вам срочно нужны деньги, обязательно рисуйте на запястье с левой руки знак бесконечности и обязательно обводите его в кружочек. И после этого говорите: срочно привлекаю к себе деньги. И действительно деньги будут появляться в вашем доме и в вашей жизни. Только когда будете проводить эту практику в 2024 году, помните об одном моменте. Это мы проводим с искренне и с открытым сердцем. Если вы в этот момент разозлены, недовольны, то знаете, что практика пройдет криво, а может вообще даже и не сработать. Это вам такой вот совет, рекомендация на 2024 год. Вы знаете, 2024 год, хоть и год, друзья, высокосный, но вы знаете, это еще и год по китайскому гороскопу, год зеленого деревянного дракона. И вот такой год бывает только раз в 60 лет. И что для нас очень важно, друзья, это важно то, что сейчас важно каждому сонастроиться с энергиями Вселенной, верить все в самое лучшее, потому что для многих людей, хоть он будет и высокосный год, но если вы правильно сориентируетесь, правильно услышите наши советы и рекомендации, то для вас этот год пройдет достаточно легко и просто. Кроме того, обращаем ваше внимание, что для некоторых людей 2024 год это будет такой, знаете, год большого роста, движения вперед, а для кого-то этот год был действительно очень сложным и во многом переломным. И очень важно вот сейчас до конца 2023 года постараться подвести итоги, спланировать уже сейчас 2024 год. Хотя бы сделайте какие-то заметки, просто заведите себе тетрадь, блокнот и пропишите, что бы вы хотели сделать, иметь, чему научиться в 2024 году. Это очень важно. На что мы, друзья, еще рекомендуем вам обратить особое внимание. Это то, что в 2024 году вот таким вот важным событием, все мы его это ждем, это переход Плутона из знака зодиака Козерог в Водолей. Многие спросят, а что это значит? Дело в том, что именно вот этот переход Плутона из одного знака в другой дает нам очень такие глобальные большие перемены. При этом эти перемены произойдут не конкретно даже у кого-то в судьбе человека, а они произойдут и в государство, в каждом государстве, и в мироустройстве в целом. Вы знаете о том, что в 2024 году во многих странах мира пройдут выборы, и на сегодняшний момент никто не знает, как они пройдут и что будет. Кроме того, если кто обращает и следит за мировыми новостями, то недавно в журнале «Экономист» вышла картинка, которая показывает, что же нас ждет с вами дальше. И если вы начнете рассматривать, то вы увидите, что по многим пунктам элиты нашего мира, богатые люди, они не знают, что их ждет дальше. И вот они задаются вопросом, потому что они хотят услышать от других людей, а что же делать, потому что есть понятие планирования, есть понятие плана, а есть понятие фактического развития тех или иных ситуаций. Поэтому многие люди и будут находиться, вот, возможно, в недопонимании. Поэтому ваша же задача на протяжении всего 2024 года находиться в любви, в гармонии. Ни в коем случае не нести негатив, не раздражаться, ни в коем случае не злиться, не мстить. Почему? Потому что вот эти негативные разрушающие энергии, вы их отдаете, а взамен ничего не получаете. Таким образом вы подпитываете негатив. Поэтому ваша задача в 2024
2024 году, это созидать, это творить и не быть, по крайней мере, не старайтесь быть потребителями нашей прекрасной планеты. Кроме того, в 2024 году, обращаю ваше внимание, будут три напряженных момента, которые вы, наверное, или запишите, или запомните. Первый такой вот тяжелый момент для всех людей будет это 20 и 21 января. Далее 2 сентября и далее у нас с вами третья, как бы такая вот горячая точка на нашей планете, которая может всех взбудоражить, открыть глаза и так далее. Это 20 и 21 ноября. Также обращаем ваше внимание, что у нас с вами Плутон. И Плутон, друзья, у нас с вами переходит в ретроградность. А это у нас продлится аж с 3 мая по 12 октября 2024 года. И затем он уже вернется в знак Водолея и будет там в ближайшие 20 лет. Обращаем ваше внимание, что в 2024 году будет много происходить событий и будут происходить кардинальные перемены в экономике. При этом в экономике не отдельно даже взятой стране, а во всех странах мира, потому что все-таки все взаимосвязано. Далее в политике. То, что мы привыкли видеть, слышать и ждать, оно все будет меняться. Ну и даже в природе. Обращаем ваше внимание, в 2024 году мы увидим первые катастрофы, к сожалению. Поэтому будьте внимательны и осторожны. То, что вы сейчас видели в конце ноября, начале декабря, да, там, где у нас с вами море, вода, это было, знаете, такой вот тест-драйв, если можно было назвать. Это тест, проверка, как и что. То есть проверяет, поэтому все-таки будьте осторожны. Далее, на что еще стоит обращать внимание, что многие моменты, которые будут происходить у нас с вами в 2024 году, они будут быстротечны. То есть, знаете, одно событие будет накрываться следующим событием. Поэтому ваша задача вот эту энергетику свои энергии положительные в коем случае не отдавать вот в те негативные ситуации, которые будут проявляться в вашей жизни. На что еще вам обязательно стоит обратить внимание? То, что очень важно в 2024 году подготовиться определенным знаком зодиака. Первый знак зодиака Овен. И для вас вот могут происходить вот такие вот кардинальные перемены, достаточно такие вот веские перемены, которые кто-то захочет даже переехать в другую страну, кому-то придется, возможно, менять работу, кому-то может задуматься о переменах в жизни вообще. Это те овны, кто рожден с 10 по 20 апреля. Если мы говорим о тельцах, то тельцы, обращаю ваше внимание, это с 21 по 30 момента вам нужно быть осторожным. Далее, кому еще в 2024 году все-таки нужно быть осторожным? Это раком, это львам обязательно, далее это скорпионом, далее это козерогом, ну и, конечно же, водолеем. На что еще стоит обратить внимание? Это то, что 2024 год, это год будет волевых и предприимчивых людей, поэтому большая просьба полагаться только на себя, думать о том, что вы можете сделать, как вы можете сделать, возможно, какой бизнес начать, каким начать увлекаться хобби, возможно, вам нужно пойти на какие-то курсы. Это все сейчас уже нужно начинать продумывать. Кроме того, в 2024 году откроются, знаете, раны у многих людей. Что это значит раны? То есть люди начнут ссориться, ругаться из-за каких-то, может сказать, если так можно сказать, мелочей. Кто-то будет считать, что неправильно поделили имущество родители, кто-то неправильно поделил бизнес и так далее, и так далее. И здесь людей будут проверять на мудрость, на терпение, на прочность. Поэтому все-таки будьте осторожны и будьте внимательными. Также, если вы боягуз по жизни, если вы эгоист по жизни, если вы одиночка и считаете, что вам никто не нужен, то есть вы не готовы работать в команде, вы не готовы открываться миру, то знайте, что вас ждут болезненные жизненные уроки. То есть вам нужно быть открытыми миру, вам нужно научиться подавать руку помощи даже тем людям, кого вы даже видите в первый раз.
Кроме того, обращаем ваше внимание, что Плутон у нас с вами отвечает за деньги и за технологии. И все дело в том, что уже технологии к нам стучатся в дверь, стучатся в дверь к нам электронные деньги, и это все коснется нас всех уже с вами в 2024 году. Но главное, чтобы вы не переживали, не думали, что у нас появятся там эти цифровые какие-то лагеря и так далее. Да, в некоторых странах это возможно, но в наших странах, в которых мы с вами говорим вот на славянском языках, к сожалению, этого не коснется, потому что мы все-таки имеем другую жизненную программу. И знаете, те, кто это придумает, им это будет очень достаточно сложно реализовать. Обратите на это внимание. Вообще, то, что вот происходит в мире или появляется в новостях какая-то негативная новость, или вам она не нравится по вибрациям, не старайтесь ее обсуждать. Просто ее выгоняйте из своего информационного поля. Почему? Потому что, когда вы выгоняете, вы не отправляете свою энергию в первую очередь, а это поможет вам в будущем, потому что вы уже, значит, настроены на созидание, и вас никакая энергия другая не сможет сбить. Обращаем на это ваше внимание. Также обращаем ваше внимание, что, к сожалению, 2024 год – это год и роботов. Мы будем видеть о том, что как многие профессии уходят в историю, уходят в небытие. Почему? Потому что появляются уже роботы. Самый простой пример – известная компания Amazon уже имеет робота, который называется Astra, который является охранником, который работает и выполняет функции логиста, и он занимается упаковкой товара. То есть вы должны понимать, что уже в 2024 году многие люди столкнутся с тем, что их работу возьмут в свои руки роботы. Это, с одной стороны, очень плохо, потому что люди терять будут работу, а, соответственно, они не смогут кормить семьи и так далее, и так далее. И это далее будет продвигаться. Но 2024 год, он станет вот таким вот, знаете, как пиковым, когда начнут происходить вот эти изменения. Поэтому, вам не стоит переживать, думайте о том, как вы можете жить, заниматься и развиваться, потому что вы должны понимать, что если вы творец, что если вы создатель, то для вас никто и ничто не сможет на вас повлиять. Обращаем на это ваше особое внимание. Также, друзья, многие спрашивают, а что нельзя делать в високосный год? Конечно же, в високосный год нужно быть очень осторожным со сменой работы. Даже если вам на новой работе обещают золотые горы, 10 раз подумайте о том, стоит ли вам менять, потому что может быть самая простая банальная причина, что вы не найдете общего языка с коллективом, или у вас начнутся постоянно, например, ошибки, непонимания и так далее. Если вы открываете бизнес в 2024 году, который вы не планировали, который вы не прописали, не сделали свод-анализ, то он тоже, к сожалению, будет убыточным и ничего радостного вам не принесет. Также не стоит в високосный год заниматься какими-то глобальными проектами. Например, не стоит делать делать ремонт, потому что, знаете, вот начнете в 2024 году и будете еще 100 лет его делать. Также, если у нас касается свадьбы, рождения, то здесь тоже лучше откладывать это событие на другой уже 2025 год, потому что 2025 год, знаете, понемножку начнут уже многие моменты стабилизироваться, уже начнут проясняться, и в материальном плане мы с вами даже будем видеть. На что еще рекомендуем вас обратить внимание? Если вам на протяжении 2024 года тяжело, вы не знаете, как поступить, сделать, помните о том, что высшие силы, о том, что ангелы-хранители всегда с вами. Не бойтесь к ним обращаться, не бойтесь их благодарить. Многие люди забывают об этом, а это неспроста нам дано. Помните, пожалуйста, об этом. На что еще рекомендуем вам обратить внимание? Как вариант, если вы человек православный,
носите с собой освященный крестик, носите другие обереги, то, что вам на интуитивном уровне будут помогать. Даже может быть так, что вы возьмете, купите себе какой-то шелковый, красивый или атласный платочек и будете завязывать на своем горлышке, и он будет вам помогать на протяжении всего 2024 года. Чувствуйте это на интуитивном уровне. Кому-то, возможно, поможет просто красная шерстяная нить, которая завязана на запястье вашей руки. Также не забывайте, как почаще в 2024 году бывать на природе, обнимать деревья, общаться с природой, с животными. Если в вашем регионе есть какие-то зоопарки, то есть все, что связано с природой, ходите, наслаждайтесь. Также не забудьте, что в 2024 году у вас должен быть порядок в вашем доме. Не забывайте время от времени проветривать, не забывайте пересматривать вещи, особенно там, где что-то лежит очень долго, потому что там у нас с вами негативно залежавшаяся энергия, и она будет, к сожалению, тянуть негатив в вашу жизнь. И еще один момент очень важный. Обязательно в новогоднюю ночь возьмите любую купюру, желательно, чтобы в ней хотя бы была одна восьмерочка, если больше, то будет лучше, именно в серийном номере, и положите под скатерть или положите под елочку, где именно вам подскажет ваша интуиция. И вот эту купюру ни в коем случае не тратьте на протяжении 2024 года, а 1 января 2025 года постарайтесь ее потратить. Вот эта купюра, потом, когда уже елку вы разберете, или когда закончится праздничная новогодняя ночь, если вы будете класть именно в эту денежную купюру под скатерть, обязательно положите ее в кошелек, но в отдельный кармашек или в отдельное отделение, чтобы она не соприкасалась с купюрами, с вашими какими-то бумагами и так далее, и так далее. Вот эта банкнота станет для вас действительно вот таким вот денежным талисманом на протяжении всего 2024 года. И даже в те моменты, когда вам будет казаться, что вот у вас нет денег и вы не знаете, что делать, будут появляться внезапно деньги. Не могу сказать, что это будут миллионы, но те деньги, которые вам нужны, обязательно будут в вашей жизни. Вот такой, друзья, 2024 год. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.